что? Болит у вас что-то? Приступим. Великая работа, на самом деле, великая профессия, профессия врача. Это явно была операционная. Поднимаемся на 3-й этаж. Не написано, что за отделение. Строительные леса. Это значит, что здесь делали ремонт на момент Чернобыльской катастрофы. Интересно, что это за прибор был. Не совсем непонятно. Установка для мойки подкладных суден, мочеприемников и детских горшочков. Теперь понятно, что это за прибор был. Приколитесь, это туалет, который приспособили под склад. Я так понимаю, да, точно. Склад для пустых баночек от физраствора и воды для инъекций. Еще вариант художеств. Не знаю, мне кажется, все-таки это портит скорее это место, чем украшает. По крайней мере, вот такие именно вот художества, мне не очень. Как по мне, лучше бы занимались реставрацией, честное слово. Причем лучше бы власти занимались реставрацией, вкладывали деньги в поддержание зданий, в то, чтобы они не разрушались. А то ведь даже экскурсии через лет 5-10 будет некуда водить. На таких весах взвешивают деток. Специально весы для новорожденных. Нравятся также вот подобные художества. Я что-то не сторонник такого, не знаю. Ну, это больше похоже на граффити. Есть красивые изображения, но все-таки они тоже не везде уместны. Как олени или медведи вот нарисованные. Иногда они уместны, иногда нет. На мой субъективный взгляд, опять же. Журнал трансфузионных сред. Кровь, плазма. Ампиокс натрий. Таблетки превратились в одну какую-то массу непонятную. Вообще. Зацените. Капельница. Капельница. Причем осталось совсем немного. Мне вообще кажется, реально, что тут был больной лежал, у него вытащили эту капельницу, когда эвакуировали.
Ну, может, я не прав, но очень на то похоже. То есть вот эти вот следы прямо как будто ты видишь, такое впечатление, что ты видишь, как происходила эвакуация. То есть вот прямо у больного вытащили капельницу из руки и транспортировали его, и оставили вот как есть. Смотрите, такой был стенд. Вот здесь везде были такие квадратные информационные как бы листки, а изнутри они подсвечивались. То есть там была лампочка, поэтому было видно. Честно говоря, я не совсем понимаю, зачем. Коридор всегда освещался. А может, это вовсе и не для того. Может, это я что-то напутал. В общем, если вы знаете точно, то поправьте меня и напишите в комментариях, как это было на самом деле. Я так понимаю, это была ординаторская. Диванчик стоит, вот шкаф с документацией, книжечки, вот неотложная терапия при острых состояниях в клинике внутренних болезней. 100% это была ординаторская. Зацените, братцы, какой стеллаж. Сколько здесь литературы, вообще капец. Клиническая медицина, я так понимаю, это журнал такой специализированный, врачебный, советский. Вот еще один, как он называется, врачебное дело. Врачебное дело. Огромная подшивка таких журналов. И вот еще есть терапевтический архив, называется так. Фельдшер и акушерка. МРЖ, медицинский реферативный журнал. Огромная подшивка этих журналов здесь, причем в очень хорошем состоянии. Они все находятся. Бумага без плесени, не выцветшая. Очень хорошее состояние бумаги. Это не так часто встречается, на самом деле, как вы могли бы подумать. Много здесь книг, журналов, плакатов в крайне плачевном состоянии. Такие вот, смотрите, настенные тоже плакаты, одышка, дистанционные хрипы, дифференциально-диагностические признаки аллергической и банальной пневмонии при бронхиальной астме. Это, братцы, мы уже на 4-м этаже с вами. Начинается он с такой прелюдии в виде направлений, причем заполненных направлений. Это был, я думаю, здесь столик медсестры. Еще один такой вот стенд, как мы видели на 3-м этаже. Это бельевая, 100%. Это склад, горшочки, конечно же, ночные горшочки. В принципе, гигантский вантус, очень длинный. Не знаю, зачем такой длинный вантус. Вот как работает это устройство. Мы его тоже уже с вами видели раньше. Видите, вставляется сюда вот этот мочеприемник. Причем вот так вот вставляется, закрепляется. Потом эта штука закрывается. Вот таким вот образом. Хоп, закрыли. Ну-ка. Да, ее уже не... Ага, она с этой стороны. Вот так. О. Закрыли. И все. И она, видимо, там обдается кипятком, паром каким-то. Ну, скорее кипятком. Вот прямо трубы подведены. Миллионник. Журнал, это огонек, что ли? Мне кажется, это огонек. Да. Да, это огонек. Санкомната.
Глюкоза, ампулы с глюкозой. Шахматы. Я так понимаю, это гинекологическое кресло. 100%. А вот это вот устройство, такая вот штука металлическая, вот это вот. Это было очень глупо с моей стороны. Короче, я думаю, вы уже догадались, для чего она нужна. Я не буду озвучивать, для чего она нужна. Вот очень неплохо сохранился уголок в ординаторской. Вот этот вот, видите? Но надо было и его испортить, и здесь нарисовать. Я не знаю, ну портит это, ну портит. Но ведь сохранилось, по крайней мере, можно сохранить то, что осталось. Зачем же... Ну зачем? Ну, не знаю, у меня иногда бомбит, короче, когда я вижу такое. Мне кажется, это совсем неуместно. Очень так сохранился этот уголок, доска, стол, стул, вот шкаф с книгами и с журналами. Ой, здесь очень пахнет. Такой запах, знаете, вот как в больницу заходишь, и там такой запах конкретный, вот именно больничный. Вот здесь точно такой же. Наверное, потому что здесь хранили медикаменты. Смотрите, какая штука. С краником. Так вот поворачиваешь, течет. Тут был еще, ну, как бы он продолжался. Поворачиваешь, не течет. Я подсвечу, а тоже не видно вам. Как-то так, короче говоря, здесь все было. Стенд огромных размеров. Сюда его затолкали просто. Или он... Да, его затолкали. А здесь была какая-то документация рабочая на этих полках. Мне кажется, это было что-то вроде операционной. Дренажи в фурацелине, моющие. Вот одноразовые перчатки резиновые уже превратились в массу такую резиновую перчатки. Скорее всего, да. Очень похоже на операционную. Конечно, стол выглядел несколько иначе 35 лет назад. А вот как разрушается стена в медсанчасти на 4-м этаже. Да, это та самая припятская медсанчасть. И стена просто уже выгнулась. Вот обратите внимание. Стена выгнулась. Очень разрушена. И я думаю, что тут счет не на годы, а на месяцы даже идет. И она рухнет. А когда она рухнет, мне даже страшно представить. Это не несущая стена, но дело в том, что несущая балка полностью прогнила. Вот с нее капает, течет вода. Вот как выглядит кирпич. Дверная рама сгнила тоже. Вот с нее капает вода. Это 5-й этаж ортопеда, травматологическое отделение. Хорошо, что здесь открыто окно. Можно отдохнуть от респиратора. Воздух более свежий. Закон чести медицинского работника. Автоклав валяется. Раздевалка. Ну, на самом деле, у меня мелькнула мысль, что, может быть, 5-й этаж сохранился лучше, чем более нижние этажи, потому что, ну, сюда как бы сложнее подниматься, не знаю.
Но надежды юношей питают. Ничего подобного. Не лучше он сохранился, а жаль. Куча воды для инъекций. Просто очень-очень много бутылок такой воды. Желатиноль. Даже не подозревал, что такое существует. Желатиноль. Желатин для внутривенного введения, походу, это. Я так понимаю, это коллаген. То есть желатин это коллаген фактически. Коллаген это такая штука. Короче, вкратце, она очень полезна для суставов. То есть, так как это травматологическое отделение, видимо, людям здесь лечили в том числе вывихи. Вот. И когда сложный вывих, ну, в общем, в любом случае, когда нужна поддержка суставов, очевидно, кололи вот этот желатиноль внутривенно. А может и не внутривенно, может его внутривенно как раз не колют. Я на самом деле в этом не совсем понимаю. Но в любом случае желатин это коллаген. Если у вас проблемы с суставами, можете, кстати, кушать желатин каждый день. Опять желатиноль. Тут может даже написано для внутривенно. Да, для внутривенного введения. Да, внутривенно его кололи. Сейфы все уничтоженные. Я нашел один сейф, который был не уничтожен. Представляете? Я действительно нашел такой сейф. Закрытый, на левом берегу. Обязательно посмотрите видео с левого берега. Вот смотрите, запечатанная в пакетике. Прямо находка. Кислота аминокапроновая в пакетике. Для капельницы 100%. Так вот. Вот еще одна. А тут их миллион, этих кислот капроновых, смотрите. Вот. Их тут очень много. Тут целая пачка была. Гидролизина. Сестринская. А представляете, если одни медбратья, если медсестер нету, тогда, наверное, надо написать братская комната, а не сестринская. Братцы, зацените, это явно была операционная. Вон лежит фонарь специальный, хирургический. Вот еще один был закреплен здесь. Тут были столы. Ну, конечно, все это уже превращено в груду металла, но это реально была операционная. Вот там вот, очевидно, подавали через это окошко чистые, ну там, скальпели, вот эту вот всю историю, зажимы, ланцеты. Здесь вот мыли руки, зеркало 100%. Вообще. Здесь врач мог посмотреть на пациента, помыв руки, потом выходил, держал руки помытые, с улыбкой, говорил: ну что, болит у вас что-то? Приступим. Великая работа, на самом деле, великая профессия врача. А вот кабинет старшей операционной сестры. Тоже сейф у нее был. Это все тот же 5-й этаж. Метилурацил. Метилурацил помогает в заживлении связок, суставов, вообще тканей, любых тканей. Поэтому он здесь и есть. Аминокапроновая кислота в упаковке. Все новенькое, не распечатанное. Ну вот опять же новенькое, но этому новенькому уже 36 лет. Вот еще одна операционная.
Здесь этот фонарь остался. Фильтр от противогаза, конечно же. Конечно же, ну куда ж без него? На самом деле, по логике вещей, кстати, мне кажется, что из фильтра для противогаза можно сделать фильтр для воды, теоретически. Надо как-то приколоться, попробовать. Вот еще один фонарь, но он валяется. Явно 100% была операционная. И еще я вот тут вот увидел одно. На подходе к медсанчасти решили немножко тоже прибраться. Остатки от сталкерской еды, как видите. Вот так вот. Поднесем этот пакет поближе к базе работников зоны. Ну, чтобы им тоже легче было, как бы недалеко было нести.